Всем привет, друзья! Вы на канале Distillation, и сегодня мы на финишной прямой нашего виски приключения. Помните, как в прошлом видео мы мололи солод, у нас его было 65 килограмм, ставили зеленую брау по белой схеме, ну из нее получили порядка 65 литров 25 градусного спирта сорца. Так вот, сегодня вторая дробная перегонка. Это будет вкусный финал, ну почти финал. В конце мы, конечно же, зальем все это в бочку, ну а перед заливом, конечно же, продегустируем. Сегодня для перегонки у нас будем использовать 85-литровый куб, 2 тена по 3,5 киловатта. Оба тена мы будем использовать только в режиме нагрева. Когда дойдем до нужной температуры, мы один тен отключим, а вторым будем с помощью автоматики регулировать мощность отбора. Сейчас мы это все дело соберем, зальем на спирт-сырец, подключим автоматику, ну и продолжим процесс отбора. Да, но для эксперимента кинем таких вот 4 медных пыжа. Я в интернете видел, что на второй дробной перегонке добавляют еще в куб медь. Ну, добавляют там кольцерашевых нет, поэтому добавим медные пыжи. Ну, посмотрим, как оно будет. Я думаю, продукт оно не испортит. Вот так выглядит наша вискарная колонна в собранном состоянии. Что по сборке? Куб 85 литров, 2-дюймовый шлем, 2-дюймовая медная колонна, 5 этажей, узел отбора по жидкости и дефлегматор Димрота. Клапан отбора готового продукта, подача воды, клапан отбора голов, ну и датчик уровня голов. То есть я его выставил на 600 миллилитров, ну то есть где-то в этом пределах будем уже начинать пробовать продукт на запах. Ну и будем отбирать по запаху, ну минимум это 600-700 миллилитров голов. Дальше будем смотреть по запаху. Вот так вот. Дадим колонии постабилизироваться 40 минут. Я думаю, этого будет достаточно. Ну вот. Видим, температуры уже на автоматике растут. Это говорит о том, что сейчас начнется у нас процесс стабилизации колонны. Так, ну вот сработал наш датчик воды, подалась, то есть температура поднялась в царге. На этом датчике у нас до 63 градусов я выставил. И, соответственно, включилась вода, пошла подача воды по нахладению. Так, ну и как мы видим, колонна наша стабилизировалась. Все 5 этажей работают. Как раз сейчас вышла на режим температуры 75,5 градусов. Сейчас поработает в таком режиме 40 минут. И будем начинать покапельный отбор голов. Стабилизировалась наша колонна. Прозвучал сигнал автоматики, что начался процесс отбора голов. Температура в колонне 75,7. Скорость отбора голов в струе, ну, как мы видим, 3-4 капли в секунду. Отбираем 600 миллилитров голов. Дальше будем делать пробу на запах. Если запах будет нас удовлетворять, то, соответственно, не будет всяких примесей в запахе, то будем начинать процесс отбора тела. Если еще будут посторонние запахи, то мы, соответственно, продолжим этот отбор. Но контроль на 600 миллилитров. Да, хотел еще пару слов сказать о вариантах отбора. И есть отбор по жидкости, вот как у меня сейчас в данном случае установлено. Но есть еще отбор по пару. Ну, как по мне, лучше, мне кажется, по жидкости, потому что, ну, во-первых, не так зависит от скачков напора воды, у кого такие имеются, скажем так. Ну и продукт получается более качественнее, потому что более так четкое разделение голов, хвостов и тела. По пару, ну, по крайней мере, у меня так не получалось, потому что там нужно конкретно напором воды играть на дефлегматор, потом с дефлегматора на холодильник,
Хотя в классическом виде виски получается и делают по узлу отбора по пану. Соответственно, после металлической колонны 2 медных уголка и медный холодильник. Все, вот это, скажем так, классическая схема. Но мне больше, я предпочитаю отбор по жидкости. Напишите в комментариях, вам какой метод более, скажем так, нравится. Отобрали мы литр голов. Планировали мы отбирать 700 грамм, но по запаху, когда было 700 грамм, еще и шли такие резкие ацетонные на заднем фоне запах. Сейчас уже такого запаха нет. Идет уже ароматный дистиллят. Прям такой на заднем фоне, как нотки хлеба. Вот имеется, поэтому нет таких резких запахов уже. Выставил я автоматику на отбор. Ну, видим, струя какая идет. Примерно литр 200 в час будем отбирать. Так мы и продолжим. Ну и сейчас покажу, какая температура у нас в колонне. Так, мы видим, как колонна работает стабильно. Значит, температура в колонне 76 градусов. Поэтому продолжаем отбирать тело. Спиртуозность мы видим ориентировочно это 91-92 градуса идет. Значит, колонна вот в принципе работает нормально, не захлеб. Температура в колонне 76,1. Вот видим сейчас, как клапан работает. Вот такая вот скорость отбора. Поэтому продолжаем. Ну вот видим, голов вышло ровно литр. Все, будем их использовать для распала дров для шашлыка. Выливать не будем, потому что в хозяйстве оно пригодится для дезинфекции емкостей, как для пива, так и для зерновых брах. Поэтому выливать их не будем. Завершаем нашу дробную перегонку. Видим, что уже хвостовые части начинаются подбираться кверху. Видим, нижний этаж запотел, второй снизу уже тоже начинает запотевать. Ну а верхний уже практически колонна идет на захлеб. Температура в кубе 90, практически 95 градусов, 94,9. Температура в колонне 77,4. Значит, спиртуозность сейчас в струе идет, тут практически 88 градусов. Отобрали мы 10-литровый бутыль, он же тут больше влазит сюда, тут 11,7 литров влазит. Значит, практически 11 литров, я думаю, у нас получилось. Сейчас закончим, крепость померяем. Все, заканчиваем отбор. Слили борду, вот те 4 пыжа, которые мы сюда закинули. В принципе, тыны чистые, но и пыжи тоже, скажем так, относительно чистые. Но вот колонна, конечно, вот, как мы видим, отработала. Все негативы, скажем так, спиртосердца остались на колонне. Медная сарга отработала хорошо, видим. Разводы медные, окиси, все это на колонне присутствует. Поэтому, не знаю, в пыжах в этих есть смысл кидать их в бак, нету смысла. В принципе, они чистые. Вот, как видим, немножко тут, немножко есть окисление. В принципе, они чистые. Тыны чистые, в принципе, бак после спирта чистый. Вот конечный результат. Получилось у нас примерно 11,5 литров. Получилось, как мы видим, 90% дистиллята. Запах стоит просто ароматный от него. Такой уже сладковатыми оттенками. Поэтому, конечно, для бочки, если мы разбавим, это будет маловато. Примерно из килограмма солода выходит, если так грубо даже брать расчет,
где-то 400 грамм 40-градусного, ну, 40-градусного продукта. Поэтому много или мало, ну, скажем так, я не скажу, чтобы это было и мало, но могло бы быть, конечно, и больше. Ну, бочку мы, наверное, будем, возьмем, сделаем затор еще один. Я возьму, наверное, еще, у меня остался солод спиваренный. Там как раз мне на 30-литровое ведро, на 30 литров браги, как раз мне там хватит. Поэтому и все это смешаем, и тогда уже дозальем, чтобы была у нас полная бочка под завязку. Значит, ну, на этом у нас будем видео заканчивать. Я думаю, дегустацию уже сделаем в следующем видео нашего конечного продукта, потому что пока его разбавлять не буду полностью, пусть пока постоит. А уже когда второй еще раз, скажем так, затор 30 литров я отгоню, тогда уже разбавим и сделаем дегустацию, чтобы мы залили уже конкретно под бочку. Все, всем спасибо. Подписывайся на канал Distill Nations. Дистилляция вкуса.